Вот, ребята, разделочка. На улице дует ветер, еще и снег. Я бы сказал, снегопад. Лютый, просто ничего не видно даже. Всем привет! Наконец-то у меня получилось выбраться на природу. 11 февраля, прекрасный солнечный денек. Нахожусь в лесу. Буду отдыхать в палатке с печкой. Но в этот раз у меня с собой летняя палатка, которая я планирую сделать разделку под трубу. Посмотрите, насколько она меньше, чем моя зимняя палатка. Сказал бы я, что холодно. Самое главное, чтобы батарейка на камере не так быстро разряжается, как в прошлый раз. Все, ребята, наконец-то я установил палатку. Капец, сколько времени я потратил на нее. Часа полтора, наверное, устанавливал. Конечно, не зонтик, устанавливать ее неудобно. Ну так, немножко кривовато получилось, но ничего страшного. Все из-за того, что в комплекте идут вот такие вот жидкие колья. Пока один втыкаешь, другой ветром вырывает из земли. Да земля тут такая еще травянистая, мягкая. В общем, колья нужно посерьезнее, конечно, для этой палатки. У меня есть от той палатки, от своей зимней, колья из арматуры. Вот их буду для этой палатки брать. Внутренний тент я устанавливать не буду. Смысла нету. Ну, комаров нет. Вот. Это когда уж комары появятся весной. Потом покажу полностью в сборе. Пока я так протестим. Вот внутренний тент здесь, в чехле. Вот так вот буду сейчас делать. Вот здесь получается этот тамбур. Довольно-таки большой. Как раз для печки самое то. Плюс здесь еще место для дров. Ну а вот сюда вот фастексы. Вот эти вот. Сюда цепляется внешний, точнее внутренний тент. Вот он. Вот так вот идет. Получается. Ну а здесь печка. Сейчас буду делать разделку под трубу. В общем-то для этого я и пошел. Это самая моя главная, основная цель. Потому что мне палатку нужно к весне подготовить эту. Сейчас где-то. Сейчас размечу, печку подставлю, примерю и буду уже вырезать отверстия и покажу уже все это дело. Окна на молнии, что ли, тоже
Да. Ну, прям сетка там не открывается одной рукой. Вот, вроде пошла. Вот, ребята, сетка москитная. Планирую одно окно вырезать и также на липу установить из пленки, как на той палатке. Нужно будет пленку только найти нормально. Вот. Ну, одно окно ставлю. То вот москитная сетка с одной стороны, с другой окно, чтобы в палатке светло было. Интересная конструкция, полубочка. Конечно, сложно устанавливать одному такую палатку, но все-таки я домучил ее. Домучил, установил, вроде все норм. Ну, кривовато в некоторых местах получилось. Но палатка стоит вроде. Все нормально. Сейчас еще лапник подзакидают немного, у меня тут остается. Сейчас уже темнять начнет. Точнее, уже начало. А у меня еще куча дел. Мне нужно сделать разделку сейчас и за дровами идти. Вот так. В общем, сейчас буду заниматься разделкой, ребята. Вот, ребята, разделочка. Я еще даже не распечатывал. На липе уже. А вот липа сама. Сейчас я ее и буду клеить. Сразу примерю. Ну, отлично клеится. Так вот. С одной стороны. И так же со всех сторон. Проклею. Так, ну и все. Сейчас примеряю там. Вот примерно вот так вот. Вот, ребята. Сейчас вот здесь мне нужно будет вырезать. Аккуратненькую полосочку.
Вот. Вот так вот это вот. Все, ребята, готово. Сейчас я установлю трубу полностью. И уже нужно будет заниматься дровами. Дело сделано. Ну, теперь липу можно каждый раз, когда она износится, ее нужно будет менять. Все, распилил эти два ствола. Не допилил, там немного сюда не пробраться. Волокушу полностью забил. Сейчас пойду в палатку, затоплю печь, попью кофейку и буду уже пилить дрова и колоть. Волокуша тяжелая с дровами-то. Сейчас надо самое главное пройти одно неприятное место. Самое главное, чтобы не перевернулись. Печь затоплена, поставил чаек. Я думаю, что мне на ночь нужно будет много дров, так как ветрище не прекращается. Думаю, к вечеру утихнет. Нифига, я думаю, если он не утихает к вечеру, значит всю ночь будет. В палатке уже более-менее тепло становится.
все дела сделал. Дровишки заготовил. Надеюсь, меня эти колья выдержат. В следующий раз, конечно, надо будет брать арматуру с собой от той палатки. Те более надежнее, чем эти. Надеюсь, что выдержат меня они. Так-то вроде я сейчас прошелся по палатке, нигде не выскочили. Все нормально. Но ветер, конечно, сильный. Если бы не ветер, было бы нормально. Так, я вот единственное, что переживаю, чтобы палатка у меня ночью не сложилась. Надеюсь, что все нормально будет. В общем, я сейчас буду готовить еду. Ну, точнее, я подготовил это все дома. Здесь останется только поставить на печь и приготовить уже до готовности, довести. А на ужин у меня сегодня будут фаршированные перцы, которые я подготовил дома, чтобы здесь не заморачиваться, потому что на это очень много времени все уходит, а у меня времени уходит на дрова, ну и на установку палатки много времени ушло. Но это из-за того, что колья выскакивают. Пожалуй, подрежу-ка я их ножом, чтобы они у меня стояли. Так вот. Вот. Теперь крышка закроется. Можно этот еще немного подрезать. Вот так вот. Чтобы наверняка. Ну, эти как-нибудь вот так вот. Где есть свободное место. Вот сюда не пихаю. Еще надо будет воды немного оставить на утро. Чтобы снег не топить. Времени уже 7:30. Вот такая вот температура. Снаружи 3,5, внутри 19. Я только что еще закинул дрова, они разгораются еще. Я думаю, 23 можно нагнать, и это как раз комфортная температура, чтобы спать. Все приготовилось. Приятного аппетита. Сейчас поем. Буду спать. А завтра с утра проснусь. Ну и расскажу, как прошла ночь. На улице дует ветер, еще и снег. Я бы сказал, снегопад. Лютый, просто ничего не видно даже. Я выходил сейчас из палатки, открывал дверь. Просто все бело. Палатку заваливаю.
Доброе утро. Сейчас 26 минут 9, можно сказать, половина. Конечно, хотел раньше проснуться, но не получилось, так как уснул поздно. Часа, наверное, в 2. Просыпался раза 3 или 4 ночью, подкидывал дровишки. Сейчас затопил печь в палатке, показывает 18 градусов. Снаружи минус 4. Сейчас сделал последнюю закладку, и у меня вот осталось 2 брикета. Как раз мне на ночь дров этих хватило. Сейчас буду завтракать. Ночью шел сильный снег. Палатка у меня вся в воде. Снаружи вот капельки стекают, они тают. Снег тает. Может, печь топится. О, внутри сухо. Внутрь вода не попадает. Все нормально. Держит воду. — 19,4. Набирается температурка. Подогрел перцы. Сейчас позавтракаю ими, попью чайку и буду уже потихонечку собираться домой. Ну что, я сейчас пью кофеек, подожду, когда догорят дрова последние. Закинул 2 брикета. Считаю, в целом отдохнул неплохо. То, что задумал, сделал, а это разделка под трубу. Теперь я эту палатку могу брать с собой в любое время года. Я думаю, до минус 15 в ней будет комфортно находиться. Я считаю, что шикарная палатка за эту цену. Да, устанавливать проблемно ее, конечно. Надо приноровиться к ней. Нигде ниток нет. Ничего не торчит. Все прошито качественно, швы проклеены. Тепло и хорошо. Ветер дует и не продувает ее. Практически так снизу сифонит. Но надо ее снегом заваливать. В принципе, природа за меня это сделала. Сейчас еще немножко поваляюсь и буду собираться домой. На улице дует небольшой ветер. Хорошо, что не такой, как вчера. Но снежок почти закончился уже. Ну все, собрался наконец-то. Сейчас времени 1 час. Начал собираться я в 11. Ну, ждал еще, когда печь прогорит.